Друзья, привет! С вами Анна Галич, и вы на моем канале. Срочно подписывайтесь, ставьте лайк и голосуйте в комментариях за продолжение к этому видео. В этом видео я готовлю швейцарскую меренгу. Это самая простая, самая удобная меренга из всех, которые нам известны. Приятного просмотра! Перед тем, как готовить меренгу, позаботьтесь, чтобы все инструменты у вас были под рукой. Только после того, как у вас готовы все инструменты, можно переходить к приготовлению меренги. На этот раз будем делать швейцарскую. Это самая простая в приготовлении и самая стабильная меренга. С ней вообще нет никаких сложностей. Итак, здесь у меня кастрюля или сотейник, на дно которого я налила воду. Сверху у меня встанет еще одна кастрюля или сотейник. Желательно, чтобы по размеру они максимально плотно подходили друг к другу. Туда я отправила белок и сахар в пропорции 1 к 2. Если вам нужно много меренги, вы делаете 100 грамм белка на 200 грамм сахара. Можно и больше, все зависит от ваших объемов. Если у вас есть такая возможность, используйте также порошок яичного белка. Он называется альбумин, продается в кондитерских магазинах. Он усилит ваш вот этот живой белок, если вдруг он слабый. Такое может быть, это зависит от питания курицы, от хранения яиц, а также от того, пастеризованные вы используете белки или нет. Взбивать меренгу будем насадкой венчик. Я использую стационарный миксер, также можно работать ручным. Но учитывайте, если у вас маломощный ручной миксер, то не делайте очень большую порцию. И учитывайте, что время взбивания может быть дольше, чем на стационарном миксере. И нам потребуется обычный венчик. Ставим плиту на максимальную мощность и доводим воду до кипения. После того, как вода закипела, ставьте сверху белок с сахаром и сразу же начинайте помешивать. Это нужно для того, чтобы у вас белок не превратился в омлет, не перегрелся. Потому что стенки емкости сейчас очень-очень горячие. Меренгу мы будем выпекать. Поэтому нам не важно, пастеризованный белок у нас или нет. Сейчас мы добиваемся просто растворения сахара. Это произойдет примерно на 35 градусах при постоянном помешивании. Интенсивно работайте венчиком, иначе масса перегреется. Если боитесь перегреть, можете снять массу с огня и на остаточном тепле продолжать перемешивать ее. Если вы использовали сырые белки и готовите крем или мусс, то есть те массы, которые не будут подвергаться дальнейшей термической обработке, то вы обязаны его сейчас пастеризовать. Здесь же этого не нужно, потому что меренга у нас будет отпекаться в духовке, и в случае, если там есть какая-то сальмонелла, какие-то другие бактерии, они у нас погибнут при выпекании. То есть пастеризация произойдет уже в духовке. Поэтому здесь ничего я не пастеризую, а отправляю белок в чашу для взбивания. Если у вас ручной миксер и меренгу вы не собираетесь использовать в крем или мусс, то можете взбивать ее прямо вот здесь, в этой горячей кастрюльке. Чаша миксера у нас сухая, не жирная, то есть хорошо вымыта. Это важно, потому что белок боится жира. Взбиваем меренгу сразу на максимальной мощности миксера. Время взбивания очень сильно зависит, во-первых, от мощности миксера, во-вторых, от объема взбиваемой массы. В данном случае может потребоваться минут 5, иногда 15, иногда 20. То есть смотрите не по времени, а по ситуации, по пикам, которые я вам позже покажу. Если вы собираетесь добавлять альбумин, то это следует сделать вот прямо сейчас, на середине процесса, когда белок уже не жидкий, он приобретает вот такую легкую пенку, и наш альбумин не осядет на дне, не прилипнет к чаше миксера. Буквально на 3 белка я делаю щепотку вот такими 3 пальчиками. Прошло примерно 12 минут. Давайте проверим, что с меренгой. Вот такой замечательный у нас устойчивый клювик. Меренга хорошо держит форму. Если сейчас перевернуть чашу, то из нее ничего не посыпется. Меренга не изменит свою форму. Она как стояла, так и стоит. Но у стационарных миксеров есть такая проблема. С боков или со дна венчик не всегда достает. И там остается меренга не такая взбитая, как в центре. Вот посмотрите, клювик довольно-таки мягкий. Опадающий. Кстати, такую меренгу тоже можно отсаживать. Давайте еще позбиваем минуты 2 и начнем окрашивать.
Но в целом она плотная, то есть вот я с усилием туда погружаю венчик. Долго ее так телепать нельзя, потому что пойдет обратный процесс денатурации белка, когда у вас белок вот из такого взбитого до шарика состояния начнет опадать и превращаться обратно в жидкость. Сахар препятствует этому, то есть сахар закрепляет меренгу, а также температура благоприятствует тому, чтобы меренга была более стабильная. Помните, когда мы пастеризовали белочек, когда мы растворяли сахар, то у нас белок тем самым закрепился. Кстати, чем хорош этот способ? Тем, что сахар полностью растворяется. Во французской меренге частая проблема, когда сахар до конца не расходится. Плюс французская меренга, она достаточно нестабильная, и ей нужно очень быстро работать. С этой меренгой проблем нет. Взбили, она достаточно устойчивая, стабильная и спокойно работаем. Но опять же не так, что через полчаса начали отсаживать, а сразу же взбили и отсаживаем. Итак, давайте еще 2 минуты взобьем и начнем красить. В процессе взбивания мы можем видеть, как меренга объединяется вокруг венчика. Это тоже явный признак того, что она уже достаточно плотная. Давайте проверим. Вот хороший, устойчивый клюв. Никуда не падает, никуда не двигается. Нужно быстро наполнять мешки и отсаживать ее на противень.